Всем привет! В этом видео мы решили сделать небольшой обзор нашего фидерного чемодана. Этот чемодан укомплектован снастями для ловли на фидер для 2 человек. Данное видео может быть интересно тем, кто уже занимается фидерной ловлей, а также, я думаю, будет полезно тем, кто собирается заняться данным видом рыбалки. Этот чемодан поделен на 3 таких части. Первая часть — это вот эти отделения на крышке. Потом, если его открыть, там будет еще такая полочка, я потом покажу. Ну, потом полочка достается, и там уже будет основное, самое большое отделение. Приступаем. Итак, вначале посмотрим, что у нас находится на крышке. Здесь, как видим, у нас есть таких 3 ячейки. Начнем с вот этой. В первой ячейке у нас лежит замечательное устройство, называется петлевяз. Еще их называют петлевязка, петлевязатель, то есть каждый называет по-своему, поэтому названий у них много. Это устройство для быстрого и удобного вязания петель. Мы используем их для вязания петель на фидерных монтажах. Вот эти зеленые продавались в наборе, отличаются только тем, что один больше, один меньше. И вот этот желтый продавался отдельно. Желтый еще отличается тем, что на задней части, вот здесь на ручке, есть экстрактор. Пока мы не купили нормальный экстрактор, этот достаточно часто выручал. Вот, очень полезная вещь. Теперь смотрим, что у нас дальше. А дальше мы посмотрим, что у нас находится в среднем отделении. Для того, чтобы было лучше видно, я эту ячейку достану и разверну ее к нам. Открываем, смотрим. Здесь у нас находится поводковая леска фирма Конгер, диаметр 0,14 мм, размотка 50 метров. Здесь также леска фирмы Конгер, только диаметр 0,10 мм, также размотка 50 метров. Здесь 3 бобины и здесь также 3 бобины. И чаще всего мы эту леску используем для вязания поводков при ловле плотвы и густеры. Смотрим дальше. Здесь у нас находится крючковяз. Это устройство для вязания крючков. Лучше всего им вязать мелкие крючки с тонкими лесками. Пользуемся, если честно, очень редко, но иногда данный девайс выручает. Также у нас здесь есть фидергам, фидерный амортизатор, который позволяет ловить крупную рыбу на тонкие лески. Фирмы Дренен, размотка 10 метров. И есть у нас здесь такая коробочка, в которой находятся вертлюжки-застежки. Эти вертлюжки-застежки мы используем для крепления кормушек к фидерным монтажам. Как все знают, застежки эти продаются в полиэтиленовых таких пакетах, но с них очень неудобно доставать. Поэтому для удобства мы взяли такую коробочку, я даже уже не помню, от чего она, но сам факт, что очень удобно с ней работать. Все, среднее отделение мы посмотрели, ставим эту коробку на место. Теперь смотрим правое отделение. Также достаем его, открываем. Здесь у нас лежат ножницы для лески, 3 штуки с запасом. И здесь у нас находятся светлячки для ночной рыбалки. Сейчас достану, покажу поближе. Вот такое крепление. Оно крепится на самую вершинку удилища, вот этой вот нижней частью. И сюда защелкивается, сначала переламывается этот светлячок, чтобы активировалась реакция, чтобы он начал светиться. И вот сюда защелкивается. Вот, и получается, что у нас освещается самая вершинка удилища, и мы четко видим все поклевки. Вот, в принципе, тут много еще ячеек пустых. Может быть, со временем что-то еще будем докладывать. Вот.
ставим на место. Крышку мы посмотрели. Теперь открываем чемодан и смотрим, что у нас находится в середине. Так, в середине у нас такая вот идет полочка. Здесь с левой стороны лежит, скажем так, инструмент. Вот это плоскогубцы, такие вот разборные. Тоже иногда очень выручают. Теперь здесь у нас есть рулетка. Ну, рулетка это так, там иногда померять длину какого-то там трофея. Или если вяжем какие-то монтажи, особенно новые, которые еще особо так не знаем. И стараемся какие-то более-менее точные размеры делать. Ну, потом уже, конечно, привыкаешь, и все эти монтажи вяжутся на глаз, без рулетки. Также здесь у нас есть замечательный экстрактор фирмы Stonfo. Наконец-то купили. Очень удобная вещь. Здесь у нас для маленьких крючков, здесь для крупных крючков. И очень удобно. Он открывается. Есть игла, которая просто замечательно помогает развязывать различные узлы. Вот такой вот экстрактор. Также весы. Ну, весы понятно для чего на рыбалке, чтобы взвешивать рыбу. Здесь у нас такие вот медицинские пинцеты. Ну, тоже как вспомогательный инструмент. Бывает, что и экстрактор не помогает. Не можем крючок достать, но уже приходится как-то пинцетами. Ну и вот это такие карцанги, это тоже медицинский зажим. Также достаем крючки из рыбы. Ну и здесь у нас зажигалка на всякий случай. Так, здесь мы складываем все на место и смотрим дальше. Теперь здесь у нас кормушки. Поскольку мы ловим всегда только на течении, кормушками мы пользуемся типа пугача. Вот как видите, они с шипами. Делаем мы их сами. Это вот 90-граммовая кормушка. Ну вот это все 90-граммовые кормушки. Это 120-граммовые кормушки. Эта кормушка также 120-граммовая, только это мы покупали, это кормушка Vegas. Здесь у нас лежит такой вот филейный ножик, порезать там колбаску, сало. Иногда, если остаемся с ночевкой, берем с собой плитку, то рыбу жарим, чистим прямо на водоеме. Дальше у нас последнее здесь на этой полочке отделение. Здесь у нас находятся лески. Также лески поводковые, но здесь уже лески более толстые. Ну вот это в принципе 0,14, такая же как была на крышке, только другой фирмы, это Formax. Это 0,18 и это фирмы Dragon Crystal 0,22. Здесь размотка 30 метров, здесь 50 метров, ну и здесь также 50 метров. Вот это леска фирмы Milo 0,14, размотка 100 метров. Еще ни разу не пробовали на нее ловить, но будем надеяться, что леска хорошая. Теперь смотрим, что дальше у нас. Здесь у нас крючки. Крючки здесь преимущественно фирмы Komatsu и Ovner. То есть в принципе здесь еще есть стопорки резиновые, ну их используем для монтажа инлайн.
Также тут есть крючки фирмы Hayabusa, ну здесь немного, несколько есть крючков фирмы Bread Fishing, да, Bread Fishing. И вот еще хотел вам показать крючки Ovner, вот, которые сделаны для японского рынка. Вот такие вот, это у нас продаются, вот, а это тот же Ovner, вот, только для Японии. Вот здесь все очень сделано так качественно упаковано. Вот здесь снаружи вот висит отдельно, видите, крючок. Это для того, чтобы было видно, какие крючки находятся в данной упаковке. И потом здесь вот так вот открывается. И, конечно, запаковали очень хорошо, но честно, на рыбалке это неудобно. Надо будет куда-то пересыпать. Вот и здесь еще одна бумажечка, уже такая более тонкая, и в ней уже лежат крючки. И крючки очень острые, очень качественные. И, правда, они без ушка, а с лопаткой. Все, эту ячейку мы посмотрели полностью. Смотрим, что у нас дальше. Открываем, ставим в сторону. И сейчас мы видим самое большое отделение нашего чемодана. Здесь уже находятся более такие объемные вещи. И вот сейчас сразу покажу ароматические спреи. Это спреи компании Флагман. Они имеют разные запахи и брызгаются непосредственно на саму наживку. Иногда в полной бесклеве, если поиграться с этими запахами, то бывает, что клев активизируется и какой-то из спреев действительно работает. Главное пробовать. Вот сейчас покажу, какие запахи есть у нас. Вот это брим для ловли леща, это анис с запахом аниса, ваниль, роуч это для ловли плотвы, это мотыль и с запахом опарыша. Не рекомендую нюхать его. Так, смотрим теперь дальше. Вот у нас здесь есть две катушки. Они у нас одинаковые, поэтому я покажу только одну. Вот это катушки называются Флагман Bullet Feeder 6000. Здесь намотан шнур винтаж 0,12 диаметром, и если не ошибаюсь, разрывная нагрузка, по-моему, 10 килограмм. В размотке он продается 135 метров. И вторая катушка, как я уже говорил, такая же, поэтому я ее показывать не буду. Откладываем в сторону. Дальше смотрим. Вот эта баночка для навозного червя, а вот это две баночки для опарыша. Теперь видим два налобных фонарика. Мы их используем для ночной рыбалки. Мало того, я вам больше скажу, это просто необходимая вещь для ночной рыбалки. Главное не забыть дома перед рыбалкой проверить батарейки, чтобы они не подвели нас в самый неподходящий момент. Потому что у нас уже были такие случаи, когда мы сидели целую ночь на рыбалке с одним фонариком на двоих. Вот это у нас такие подставки под удилище. Очень удобная подставка, но у нее есть ряд преимуществ. Во-первых, у нее вот эта глубокая ячейка. Здесь плотно фиксируется бланк, и никакой ветер, никакая поклевка в принципе не скинет удилище с подставки. Второе преимущество то, что это мягкие трубки
и они никогда не повредят бланк удилища, то есть не поцарапают и ничего с ним не случится. Ну, также они мягкие, то есть и сами подставки тоже не сломаются. То есть если вы носите, например, там не в чемодане, а где-то в рюкзаке, то в принципе их сломать достаточно сложно. Вот. Вкручиваем мы их в треноги. У нас есть треноги под удилище, и там вот такая стандартная резьба, и вот эти подставки туда вкручиваются. А это у нас такие короткие подставки. Мы их специально покупали для того, чтобы на них ставить ручку удилища. Это для того, чтобы ручка всегда находилась на уровне руки. Потому что если удилище стоит на земле, то за целую рыбалку достаточно утомительно все время нагинаться для того, чтобы взять удилище с земли. И также это влияет на подсечку. То есть чем ближе и удобнее к нам стоит ручка удилища, тем, соответственно, мы быстрее можем среагировать и вовремя сделать подсечку. Вот, поэтому рекомендую, у кого еще нет, рекомендую купить вот такие стойки. И еще у нас есть такая вот леска, называется Flagman Feeder, размотка 135 метров, диаметр 0,30 мм и разрывная нагрузка 8,6 кг. Эту леску мы специально покупали для того, чтобы вязать фидерные монтажи, асимметричная петля и инлайн. Все, в принципе, я показал все, что у нас есть в нашем чемодане на сегодняшний день. Собираем все назад. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите много интересного видео. До новых встреч!